Этот фильм снимался с 28 мая по 26 июня и в начале сентября. Авторы не ставили перед собой задачу показать исчерпывающую картину происшедшего в Чернобыле. Они стремились запечатлеть свидетельства людей, непосредственно причастных к трагедии, уроки которой еще предстоит осознать. Пока в парках играют дети, подчиненные полковника Гребенюка проводят первые замеры уровня радиации в городе. В то время радиацию измеряли в рентгенах. Обычный уровень атмосферной радиации составляет 12 микрорентген. К середине дня в Припяти уровень радиации поднялся до 200 миллирентген. Другими словами, 15 тысяч раз выше обычного. К вечеру уровень радиации превысил обычный в 600 тысяч раз. Слушайте, так, вот сейчас мы пойдем потихоньку туда, в ту сторону. Ближе подойдем, пойдем. Вот тот вот провал, это в результате взрыва, значит, летели обломки, падали на крышу, и все это проваливалось в масштаб. Вот этот пролом образовался. Вот сейчас речь идет о том, чтобы убрать крышу машзала. Ну, здесь, видите, немножко лежит там, я смотрю, 3 кусков графита. Ну, это перебросим вот туда за штукатурку. Вот, смотрите, сейчас здесь, где дезактивировано, видите, даже до одного нет рентгена. Прибор не покажет. Вот сейчас приближаемся к тому участку, где мощность дозы будет высокая. Вот, смотрите, она поползла. Вот идите сюда. Вот смотрите, что такое завал. Вот здесь, в том месте, где мы стоим, сейчас 10 рентген. Вот подойти вот к этому колпаку, вот который вот здесь, это будет уже 200. А за колпак, вот к тем трубам, которые вылетели из аппарата при взрыве, это будет примерно 1000. Вот около вот этого колпака примерно 200. Примерно 200. И вот дальше, сейчас еще, вот труба лежит, вот видите? Вот труба. Вот в районе вот этой трубы будет уже 1000. Ну вот теперь представьте, как все вот это сбросить. Вот для этого мы разбили парапет вот это. Сюда забрасываем вертолетом робота. Робот оттуда с краю начнет нам все сбрасывать. Ну и дальше пойдем сюда. Ну вот высота примерно 60 метров. А потом Имра, вот специальная машина, вот она ходит. Вон стоит им. Вон около 3 бака, и вот рядом с баком Имр стоит, такую руку имеет. Вот этот Имр подойдет к этим сброшенным, значит, активным источникам, погрузит их в контейнер и увезет в завал. Вот вся методика. Так, все, выходим. Вот кусок графита, от него примерно 5 рентген идет вблизи. Все, пойдемте. На сегодня хватит нам. Выходим, пойдемте. И ты тоже выходи оттуда. Радиация. После катастрофы пыль стала радиоактивной. Чтобы защититься от нее, с вертолетов изо дня в день распыляли специальный состав, который покрывал землю прочной пленкой на многие километры вокруг станции. Но всю землю пленкой не покроешь. Здесь краски природы сохранились, но жизнь остановилась. Срок возвращения в эти дома их хозяев сегодня не назовет никто. На дорогах колонны военных машин впервые за 40 лет для десятков тысяч людей прозвучало слово «эвакуация». Эвакуируются жители Чернобыля, города, расположенного в 7 километрах от станции. А затем эвакуируются жители всех поселков в 30-километровом радиусе от АЭС. Всего вывезено 130 тысяч человек, многие из которых уже получили опасные дозы радиации. Зона в 300 тысяч гектаров на территории Украины и Белоруссии эвакуируется и изолируется от остального мира.
задымление. То есть возгорал. Температура большая. Затем туда закачали азот, а дым. И мы все время наблюдаем. Следующая тройка. Так, фамилия? Вахтеров. Так, подойдите сюда. Значит, сейчас поднимайтесь вот по этой лестнице. Поднимайтесь по ней. Вдоль этого здания, бегом по крыше. До угла здания. Там поворачиваете, будет небольшой парапетик такой. Через него переступаете и до конца. Там будет грибок вентиляционный. Подойдемте к схеме, сейчас покажу на схеме. Значит, вот здесь по лестнице поднимаетесь. Вдоль вот этого корпуса пробегаете. Здесь, через этот бордюрчик, вот здесь вот будет грибочек. Куда не лезьте, вот так вот. Только вот здесь, вот по прямой линии. Значит, вот здесь вот до вас соскоблили куски крыши, рубероид. Его нагружаете на носилки. Вот сюда подбегаете и на улицу вот сюда вниз бросаете очищенный мусор. Ясно? Один накидает, значит, да. Один набрасывает, двое носит. Когда прибежали сюда на участок, начинаете считать до 90. 1, 2, 3, 4, до 90. Как только 90, бросаете инструмент и бегом назад. Вопросы? Нет, понятно. Так, подождите. Все, сейчас подождите, вернется эта тройка. Нет, так не А что такое? Второй. Ну хорошо. Все, все, вперед! Характер аварии. Ее последствия казались маловероятными, почти невозможными. Ликвидацию ее последствий возглавила правительственная комиссия. Вслед за пожарными в битву с ядерной стихией вступили подразделения советской армии. Одним из первых в район аварии с группой специалистов прибыл начальник химических войск, ныне Герой Советского Союза, генерал-полковник Пикалов. На 28 числа считаем целесообразным проверить левобережную часть. Правительственная комиссия непрерывно запрашивала данные о развитии обстановки. Работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Как будем мы высвечивать всю территорию станции? Генерал-полковник, в настоящее время мы имеем на станции наметили 36 точек контроля. На военных химиков возлагалась одна из самых сложных и ответственных задач – провести разведку маршрутов, овладеть ситуацией, особенно у 4-го блока, составить радиационную карту опасной зоны. Потом, по коридору, проложенному разведчиками, пошли подразделения инженерных войск – шахтеры, метростроевцы, геологи, строители. Правительственная комиссия приказала закрыть реактор сверху. Такая задача была под силу только военным авиаторам. Еще жители не покинули Припять, а к реактору лицом к смертельной опасности летели вертолетчики на своих машинах, окруженных бором, доломитом, глиной, песком. Сами представляете, что такое 15-33 вылет, когда температура превышает 100 градусов на высоте 200 метров. Когда уровень радиации доходит там, и в этих условиях, зная об этом, сознательно люди шли, и шли не только для того, чтобы сбросить, а шли, чтобы больше, быстрее сбросить. Ну и, конечно, самое главное, по-моему, все-таки урок, вот эти все аварии, как бы они ни были неприятные, как бы они ни были трагичны для людей, которые вовлечены в них, они, конечно, очень малы по сравнению с тем, чем грозит военный конфликт. И к этому военному конфликту человечество совершенно не готово. Каждый квадратный метр территории, очищенной от радиации, воспринимался как крупная победа, даже полметра. А чем больше становилось отвоеванной территории, тем дальше отступала беда. В мире не было опыта ликвидации подобных аварий. Как влияет станция на радиационную обстановку во всей контролируемой зоне? Как локализовать распространение радиоактивности? Полученные данные многократных замеров на дорогах и полях, в лесу, на берегах рек и постройках анализировались, сопоставлялись. Пришли к выводу,
что одним из источников распространения и переноса радиоактивности с одного места на другое является пыль. На помощь пришли самолеты гражданской авиации. Заправка жидкостью, полет, обработка мест пылеобразования, опять заправка, полет, и так каждый день. Обработаны районы. 30 тонн, да. Обработаны районы железной дороги Чапаевка, Михайловка, район Чапаевка, Михайловка. Вертолетчики рассчитали, если заправлять вертолет горючим только на один рейс, то на треть уменьшится вес этого горючего. Ровно настолько больше можно взять специальной жидкости. Это на один рейс, а за день их 10-12. Прибавка составляла десятки тонн. Значит, большую площадь можно обработать. Обстановка на станции не позволяла вести все работы широким фронтом. Еще достаточно высокими были уровни радиации в непосредственной близости от аварийного реактора. Проблем оставалось еще много, одна важнее другой. Любая из них, неучтенных или недооцененных, могла обернуться новой бедой. За каждой выдвинутой здесь идеей, принятым решением, гораздо больше, чем просто столкновение часто противоборствующих мнений. Через несколько мгновений этот робот достигнет невидимой черты, за которой человека ждет смерть. Дальше машина пойдет без механика. Он укроется здесь, с пультом управления. Механик знает, что и тут счет времени нужно вести на секунды. Посмотрите, он будто на раскаленной сковородке, потому что уже осознал степень неощутимой опасности. Рядом с реактором иной раз не выдерживала даже электроника. Как здесь шутили, роботы сходили с ума. Во всей этой истории видно то, что, в общем-то, звоночки эти были уже раньше. Выпускались решения, что надо сделать то, значит, бумаги писались, но ни черта не было сделано совершенно. И мы, в конце концов, пришли уже к серьезному делу, а пришли с голыми руками. И все уже пришлось в процессе работы здесь прямо выдумывать, что-то изобретать. Вот товарищи делали этих роботов, которые, в общем-то, нужны годы, они их делали за месяц. Ну, естественно, несовершенны. Как узнать, какая температура в развале? Какие принять варианты защиты от радиации? Какие фильтры поставить на пути смертельных газов? Требовались проверки, испытания в реальных условиях. Ученые, специалисты разных министерств и ведомств объединили усилия. Они стремились преодолеть барьер неизвестного, предлагали новые материалы, проверяли различные датчики и детекторы ионизирующих излучений. Все это устанавливалось в контейнер, который предстояло опустить с вертолета прямо в реактор. Там станцию, Ювелирное мастерство требовалось от вертолетчиков,
Чтобы опустить контейнер в развал, удержать его нужное время на строго заданной высоте. И снова расчеты. Одни вопросы порождали другие. Как подвесить контейнер? На какой длине фала? Как избежать маятникового эффекта? Ну и чем больше таких объектов у нас, естественно, тем больше вероятность аварии. Маленькая, но есть. Знаете, не дай бог, вот сейчас Нахимов на дне лежит. Тоже национальная трагедия, много людей погибло. А вот на секунду представьте, например, если вместо Нахимова, например, окажется ледокол «Арктика», это не дай бог. Но если он затонет недалеко от берега, его установка развалится, что тогда делать? Обстановка требовала постоянной и точной информации о том, что происходит в бывшем реакторе. К 4-му блоку направился вертолет. Он должен был зависнуть над разломом и вонзить в него оснащенный датчиками зонд. Трос, обмотанный жгутом измерительных кабелей, на котором опускался зонд, нужно было сбросить в безопасное место и оттуда следить за показаниями приборов. Туда же, к 4-му блоку, направились академик Велихов и член-корреспондент Академии наук СССР Письменный. Им предстояло окончательно решить, по какому пути должны развернуться работы по захоронению блока. То, что произошло через несколько минут, не мог предположить никто. Сброшенный с вертолета второй конец троса упал в зону высокой радиации. Ученые совершенно неожиданно для себя увидели его за стеклом галереи. Это Письменный в каске Велихов. Это необходимость. На стекле слой радиоактивной пыли. Наблюдать за реактором так безопаснее. Вы только что с нами ходили, вы видели, что главная наша задача, с одной стороны, дать основание для проекта надежно захоронить 4-й блок. Надежно, потому что речь идет о том, чтобы можно было людям работать вокруг него, и чтобы потом все эти радиоактивные отходы, пыль, грязь, чтобы она никак не вышла за рамки этого захоронения. Но, с другой стороны, мы стараемся и минимизировать сам объем этого захоронения, что очень важно. И с точки зрения труда, потому что там работать очень тяжело. И с точки зрения того, что вообще это инженерное сооружение сложное. Поэтому мы стараемся найти точно, где находится топливо, чтобы быть уверенным, что мы его хорошо контролируем. Что это сегодня главная задача тех, кто работает внутри 4-го блока, вокруг него. Сегодня ставили вот туда датчик гамма-излучения внутрь самой шахты реактора. Ставили термопару, ну вот вы видели, как мы протаскивали. А дальше будет вестись измерение сверху и снизу. Теперь у нас установлены датчики сверху и снизу. Страшно подумать, что если бы была атомная бомба. Это же выброс, простой выброс. А что тут? Это вообще кошмар. Это же 30 километров зона. Это простой выброс. А если атомная бомба? Ну, можно себе представить, что такое атомная бомба. Это значит, целая область, величиной с Францию, будет куда-то эвакуирована. Это от одной. А если их несколько, да это кошмар. Внутри этих графитовых труб находились урановые стержни. Взрывом их выбросило на поверхность. Каждый кусок излучает дозу, достаточную, чтобы убить человека меньше, чем за час.
Перед тем, как продолжить строительство, от кусок графита необходимо избавиться. Смотри, как перевес, да? Намного приятнее. Да, он тебя будет девочка. Намного приятнее. Там очень большие уровни радиоактивного излучения, и поэтому туда подойти крайне тяжело. Ну и зачем туда пускать людей, когда тут может техника сработать? На крыше работают роботы, которые сбрасывают смертоносные обломки вниз. 60 метров ниже другие роботы собирают их и хоронят во рвах. Но через несколько дней радиоактивность начинает действовать даже на машины. Электронные схемы не выдерживают. Машины выходят из-под контроля и ломаются. Одна из них падает с крыши. Как вы собираетесь его разворачивать? Он же поперек висит. Использование машин на крыше больше невозможно. Их должны заменить люди. Русские солдаты, прозванные биороботами. Этот батальон молодых солдат, призванных из запаса, готовится в первый раз выйти на крышу третьего реактора. Им всем от 20 до 30 лет. Все они призваны из запаса на передний край смертельной Чернобыльской битвы. Ни один человек еще не работал при таком высоком уровне радиации. Командует операцией генерал Николай Тараканов. Он разработал эту операцию и лично проверяет каждую деталь. Вплоть до сшитых вручную свинцовых костюмов, которые каждый солдат подготовил накануне операции. Хорошо, значит, первый вопрос решили. Так, медицинское свидетельство везде прошли? Все сложно. Нет, подождите, это ответ, значит, не по существу. Она раскроет, правильно? Значит, я, Сергей Товарищевич, говорю, мы проводили 2 дня назад эксперимент. Офицеры ходили туда вместе со мной. Понятно? Значит, страшного, конечно, ничего там нет. Это ясно. Сегодня состоялось решение и правительственных. Они тоже идут туда же? И многие так. Ну, некоторые не стремились туда, конечно, ехать. Но как военнообязанные обязаны были ехать. А вот лично мое мнение было, надо было ехать и отдать свой долг. Раз Родина зовет, а кто же за место меня поедет и что-то там исполнит, закроет вот эту вот аварию моими руками, моей работой, чтобы он не дымил, не пыхтел, не выбрасывал вот эту вот всю радиацию наверх, и чтобы она распространялась по всей территории, по земному шарику. Надо же было кому-то делать. И так это шло более 2,5 недель. Это был ад, а не операция. Понимаете? Но ведь это хорошо, вот были там по 2-3 минуты. А когда стали 7 тысяч на час, работал солдат 40 секунд. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, так. Вот это же еще жопа. Когда с крыши приезжаешь, она чувствует, прям тебе как будто сломали из тебя. Вот, знаешь, как вот есть такие фильмы, вампиры, как будто с тебе всю кровь высосали, и ты вот так вот обмякший, у тебя сил нету. Передвигаться даже чувствуешь, упадок сил, того людей завалишься. У нас были случаи, там у ребят и кровь из носа шла, прям сразу там скорая помощь дежурила. Голова из кровь посла из носа, значит, все. Уже надо обязательно на больничную койку. Ну, получив эту задачу, проанализировали погоду здесь с командующим, обстановку, пришли к выводу, что перебрасывать нужно ночью вертолет. Утром ожидался туман вдоль Днепра, Припяти, Днестра.
Задача вертолетчиками это выполнялась впервые, можно сказать, в мире. Личный состав теоретически все вроде знал, но практически никогда с этим делом не сталкивался. Когда мы сели в город, нас встретил генерал Антошкин. Сразу нам поставили задачу быстрее закидать реактор. Мы выбрали ближайшую площадку, и с той площадки начали возить в мешках песок. Прибор зашкаливал. Высота трубы 150 метров, вентиляционной. Учитывая высокий уровень радиации, высокую температуру, приняли решение сбрасывать с 200 метров. Я открыл входную дверь и убедился в том, что мы на боевом курсе и реактор в непосредственной близости от нас. Летчик-штурман дает мне команду «сброс». Я вручную выбрасываю груз с кабины и сразу же смотрю, куда летят мешки с песком. Попадания практически 100% были, но нас производительность не удовлетворяла. Кто-то из экипажа предложил, чтобы увеличить производительность труда, на доски ложить 5 мешков. Всего загружался вертолет 10 мешков. И мне только оставалось только поднять эту доску, и все эти мешки попадали уже в реактор. И с каждым разом эта огненная масса, она уменьшалась. Затем, когда вертолет заходил на второй круг, экипаж опять на тот конец доски укладывал еще 5 мешков, и опять, значит, подъемом доски сбрасывались эти 5 мешков. Сначала Малого начали сбрасывать с помощью кустарным, а потом экипажи придумали, доработали вертолеты до максимального веса и стали Ми-8, Ми-6, Ми-26 у нас сбрасывать максимальный груз. Здесь и внешняя система подвеска была доработана. Подъезжала машина, зависали прямо над машиной, забирали с нее груз и тут же летели на реактор. Сброс, заход, сброс, заход. В день мы сделали 20 заходов. На боевом курсе находилось до 20-30 машин одновременно. Мне пришлось 28 по 30 апреля сидеть вблизи реактора и руководить непосредственно сбросом грузов в кратер. 420 доложил, работу над реактором начал. Принял, над реактором работать 420. Всего одной строкой в акт правительственной комиссии войдет операция, проводимая сейчас экипажем вертолета Ми-8. Но за этой строкой мужественный труд десятков, сотен людей, отважно шагнувших навстречу опасности. Получены очередные сведения. Реактор неохотно расставался со своими тайнами. Но то, что вчера еще казалось почти или вовсе неразрешимым, уже поддавалось анализу. Испытания усложнялись, проводились новые. Теперь надо пролететь над развалом реактора с дымовыми шашками, чтобы прочертить небо горизонтальным следом дыма. Подъем дыма восходящими потоками снимался на кинопленку, чтобы потом определить объем и скорость выбрасываемых из реактора газов, а значит и рассчитать тепловую мощность и суточный выброс активности. Прямо надо сказать, что мысль была одна, как быстрее, прочнее закупорить, положить пробку на этот реактор, чтобы к нему могли подойти наземные службы. С каждым днем возникали неожиданные проблемы. Ставились все новые задачи. Срочная переброска грузов в район станции, проведение забора воздуха и постоянная радиационная разведка,
аэрофотосъемка аварийного реактора и всей зоны. Активации в районе Кубка-3. Обработаны. Работали. Только авиации было под силу в короткие сроки обработать большие площади специальными растворами. Записываем. Израсходовано жидкости 90 тонн. Кубок-3 выполнено полетов Ми-26, 5 полетов. После полива радиоактивная пыль связывается пленкой и меньше переносится ветром. Отрываем груз и выполняем полет левым кругом на высоту 300 метров на площадку имитирующий реактор. Задача оператора. После того, как штурман наведет газел на эту площадку. Готовых решений не было. В ходе работы авиаторами выполнялись специальные задания ученых, уникальные полеты, выверенные до сантиметра. Чтобы дать науке объективную картину происходящего в ядерном очаге, вертолетчики устанавливали контейнеры с датчиками прямо в реактор. Доставляли в самые опасные места роботов и с ювелирной точностью снимали их с крыши атомной станции. Какая-то работа. Одну из неприятных минут в психологическом отношении. Это был момент установки 5-го робота на крышу реактора. Вернее, в момент снятия 6-го робота. Ну, да, когда мы 5-й робот поставили, а 6-й робот должны были подцепить и снять. Отказ замка, подцепки и несработанность нижнего экипажа, внизу работающих людей, заставила нас в течение 12 минут висеть в зоне повышенной активности радиоизлучения. Ну, закончилось благополучно. Да, мы успели зацепить мы его и благополучно перенесли вниз для дальнейшей обработки и работы с ним. Летчики, ведь они выполняют задания над реактором. В зоне радиоактивности, мощности радиоактивной, знают, на что идут, но выполняют ювелирную работу с высочайшим качеством. Многие летчики прибыли после боевых действий в Афганистане. Ликвидация последствий аварии продолжается. Ведется дезактивация окружающей территории. Идет восстановление 3-го блока. Военные авиаторы возвращаются к своей обычной работе. Батальону приказано совершить марш в район проведения специальной обработки населенного пункта по маршруту автопарк, населенные пункты Орджоникидзе, Старые Соколы. Внимание! По местам! Военные специалисты, химики-дегазаторы, готовились долгие месяцы для ликвидации последствий возможной ядерной или химической войны. Свои знания и навыки им неожиданно пришлось применять на практике в мирное время, в экстремальных условиях. Лучше промывай вверх. Лучше. Особенно обращаю на крышу. На крышу внимание. Расчет автомобиля сержанта Кузина. Приступить к дезактивации колодца. Расчет машины 6212. Подготовиться для дезактивации дороги. И так жарко, а тут еще в герметичном защитном костюме, как в парилке, глаза заливает пот. Даже после обработки одного объекта валишься с ног, а их бывало до 3-5 в день. Я, как директор школы, пенсионер, остался на своем посту. Помогаю штабу оперативной группы. Надеюсь,
что наши войска делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия Чернобыльской АЭС. Мы надеемся, что наши дети, население вернутся домой и услышим детские голоса в школе, и сядут за парты и услышим школьный звонок. Сознание того, что вся страна ждала обнадеживающих вестей из Чернобыля, удесятеряло силы военных авиаторов, помогало им сделать почти невозможное. 5000 тонн бора, доломита, песка образовали пробку в кратере поврежденного реактора. Уменьшился выброс радиоактивных веществ. Невероятным усилием воли, героическим трудом закрытый район атомной электростанции постепенно из чрезвычайной зоны превращался в зону планомерной, хотя и напряженной, продолжительной по времени работы. Направление главного удара по-прежнему поврежденный реактор. 3 юмор. Вывоз контейнеров на промежуточную площадку складирования. 4, 5, 6. Срезка грунта. 7, 8, 9. Загрузка металлолома БТС. Предстояло снять вокруг станции верхний слой зараженного грунта, вывести его и захоронить. Это требовало гигантского труда. Чтобы обеспечить долгосрочную изоляцию радиоактивного мусора и предотвратить его дальнейшее распространение, необходимо полностью закрыть взорвавшийся реактор. Лев Бочаров был одним из инженеров, разработавших гигантскую конструкцию, которая полностью закрывает 4-й реактор. Саркофаг из стали и бетона длиной 170 метров и высотой 66 метров. Этому шло и то есть проектирование, там это уникально. То есть здесь этот объект сам настолько уникален, в мире таких не было объектов. Тем более с таким уровнем радиации, то есть где человек пребывать мог какие-то секунды, минуты, там, то есть короткое время. Это сложнейшая задача. Как выстроить монументальное здание там, где люди могут работать лишь по несколько минут, а то и секунд? Это абсолютно новая ситуация. Она потребует от ликвидаторов больше изобретательности, больше жизней, снова подвергнуться риску. С момента первого взрыва на 4-м блоке Чернобыльской АЭС прошло 12 недель. Началась последняя атака, призванная остановить смертельное заражение. Радиоактивность в этом секторе настолько высока, что здесь могут работать только машины с дистанционным управлением. Однако устанавливать эти машины приходится людям. Рабочие могут оставаться на месте только по несколько минут, иначе они получат смертельную дозу радиации. Каждая секунда ставит их жизнь под большую угрозу. Уровень радиации – это когда выходил солдат и мерял эти уровни. Вот это, значит, так иногда примитивно оборудовали кабину водителя, чтобы его защитить от радиации. То есть это из свинца, значит, да, ну, тоже помогало. Каждая металлическая деталь конструкции изготавливается заранее, часто за сотни километров от места.
а затем привозится на сборку. Это сложнейшая конструкция из балок весом 150 тонн и длиной 70 метров и опор высотой 45 метров. Вот это кран Демак 4000. Вот видите, какой человек, гусеница выше роста человека с поднятой рукой, да. Крановщик ничего не видел, он выполнял только команду. Ошибиться нельзя. Потом, если ты ошибся, то поднять невозможно, то есть зацепить. Все больше получали данных, которые учитывались при конструировании укрытия для аварийного реактора, определении его функций. Стала реальной возможность отделить 4-й блок от соседних, окружить его стеной из металла и бетона. Уточнялся, приобретал конкретность проект саркофага, бетонного исполина 60-метровой высоты, начиненного тоннами металлоконструкций. Каркас саркофага собирали на заводе и уже готовыми секциями везли к реактору. Оставалось только состыковать их и залить бетоном. Наша часть выполняла задачи непосредственно перед самым реактором по дезактивации территории, прилегающей к биологическим стенам, которые были поставлены ранее. Мы эту территорию уже очистили, снизили резко фон. Сейчас последующая наша задача – это надвижка вот этой вот биологической стенки и закрытие по периметру всего реактора. Люди работали очень хорошо. Не приходилось практически никого заставлять, подгонять. Слово теперь за строителями. Это им возводить для поврежденного реактора стены укрытия многометровой толщины. Техника, работающая в зоне радиоактивного заражения, сама становится загрязненной. После каждого рейса к станции машины отправлялись на пункт специальной обработки. Но как бороться с радиоактивностью, которая въелась в металл, вместе с пылью набилась в радиатор, в двигатель машины? Солдаты и офицеры частей химзащиты, не смыкающие глаз ни днем, ни ночью, боролись за каждую машину. Не помогали обычные средства, обрабатывали паром, щелочью, делали все, чтобы вернуть технику в строй. После дезактивации техники на пункте специальной обработки установлено, что техника все-таки остается загрязненной. Для выяснения причины организован пункт разборки, частичной разборки техники, где снимаются возможные агрегаты, узлы, которые здесь затем дополнительно разбираются, тщательно анализируются на остаточную загрязненность. И в том случае, если загрязненность превышает допустимые нормы, как сами узлы и агрегаты, так и техника отправляется на повторную обработку. Чтобы предотвратить попадание паводковых и ливневых вод в Днепр и Припять, целый комплекс инженерных сооружений возводится вокруг станции. Водонепроницаемая стенка, уходящая на 30 метров в глубину, теперь будет опоясывать опасную зону, препятствовать заражению грунтовых вод. Водозащитная плотина в пойме реки Припять, для строительства которой потребовалось бы месяца работы, возведена инженерными войсками за 10 дней. Радиация не разбирает, кто солдат, кто генерал, кто рабочий и кто академик. Беда сблизила всех. Одно дело на всех и одна форма одежды.
Мы находимся на крыше 3-го энергоблока. Воины нашей части занимаются снятием битумного покрытия. Работа очень сложная, ответственная. Приходится работать по группам. Воины меняют друг друга. После очистки крыши реактора от радиоактивного мусора фронт работ был перенесен к подножию разрушенного реактора. Метр за метром почти в притирку укладывали плиты, чтобы похоронить под ними остаточную радиацию. Центральный зал одного из энергоблоков. Где-то там под ногами затаилась ядерная мощь остановленного реактора. Сразу же после взрыва радиоактивность оказалась практически во всех помещениях. Каждый уголок, каждый сантиметр поверхности не один раз нужно было обработать. Миллионы квадратных метров внутренних площадей было обработано руками военнослужащих. Посевы и пастбища серьезно заражены. Пока французские власти отрицают присутствие облака, оно доходит до Великобритании и Греции. В Чернобыле уровень радиации продолжает расти. В провал засыпано 6000 тонн песка и борной кислоты. Но под этой гигантской пробкой раскаленная до бела магма продолжает гореть. На дне реактора угроза второго взрыва продолжает надвигаться, и временными мерами ее не остановить. На чертежах станции видно, что к активной зоне реактора можно подойти через бетонные тоннели, по которым проложены трубы и кабели. Группа инженеров из Курчатовского института пробирается в тоннель. Путь дается нелегко. Тоннель частично обрушился во время взрыва. Они прорезают оболочку 4-го реактора автогеном. Помещают внутрь через проем детекторы радиоактивности, термометры и камеры. Результат вселяет ужас. Уровень радиации астрономический. Худшие опасения подтвердились. Раскаленная до бела магма расколола бетонную плиту и просочилась в пустой резервуар. Существует угроза, что расплавленная масса проникнет еще дальше. Задача у нас стояла одна. Это от 3-го реактора пройти туннель 150 метров под аварийный 4-й реактор, смонтировать под ним камеру 30 метров на 30 в периметре, для того, чтобы там потом установить установки холодильные, для того, чтобы охлаждать реактор из-под земли. Чтобы уменьшить облучение, тоннель перед выходом к горящему реактору проходит на глубине 12 метров. В конце тоннеля строится камера высотой 2 метра и площадью 30 метров, где будет установлена сложная охлаждающая система на жидком азоте. Тебе говорили, что нужен вентиляционный рукав. Ты меня слышишь? За один месяц в тоннеле побывало 10 тысяч шахтеров из угольных регионов России и Украины. Всем им было от 20 до 30 лет. Внутри тоннеля нет вентиляции. Температура достигает 50 градусов. А радиоактивность составляет как минимум 1 рентген в час. На нас, кроме лепестков, так называемых, которые вот сюда одеваются, прижимаются, их, во-первых, их не хватало, и, во-вторых, шахтеры в них работать не могли. Они тут же наполнялись влагой, шахтеры их выкидывали и работали без них. По пояс голые, воду пили прям открытые, чего делать тоже нельзя, радиация, все это как бы попадает внутрь. У нас там был один, он как бы
Заглотил песчинку, которая его уничтожила. Вот и все. И так мог каждый из нас где-то вдохнуть, и все. Самая опасность была подхода к реактору. От земли на радиация была меньше от реактора. А сам подход, какое-то время, чтобы прийти на рабочее место, мы бежали бегом, чтобы как можно меньше радиации. В конце тоннеля уровень радиоактивности выше в 300 раз. Ни одному шахтеру не удается избежать облучения. Их ни разу не предупредили о том, какой опасности они в действительности подвергаются. В принципе, ехать нужно было. Не мы так, другие, но кому-то нужно было ехать. И так как мы в этом деле немножко что-то понимали, как специалисты, я считаю, что мы сделали свое дело. И нужно или не нужно, теперь об этом говорить поздно, но я считаю, что я не зря туда съездил и сделал там эту работу. Шахтеры выполнили свою задачу, но охладительная система под реактором так и не была установлена. Подземную камеру в конце концов залили бетоном, чтобы укрепить конструкцию. По официальным данным, каждый шахтер получил дозу облучения от 30 до 60 рентген, но выжившие утверждают, что они получили в 5 раз больше. Позвольте мне от оперативной группы Министерства обороны СССР вручить вам почетный грамоту. Спасибо вам за выполнение. Пушков, за выполнение ответственного задания награждаетесь. Кто не знал, какая мощность излучения на крыше реактора. Вот оказался на 10 тысяч, 12 тысяч рентген. Это очень сейчас, это такая мощность, при которой, конечно, людей туда нельзя было посылать. Через 7 месяцев после взрыва очистка зоны и строительство саркофага завершены. В операции участвовали 500 тысяч военных и гражданских лиц. Когда вы будете смотреть фильм, погибший реактор навсегда перекроет огромная конструкция. Работы по ликвидации аварии одобрит Международное агентство по атомной энергии, а первые 2 блока станции снова начнут давать ток в единое энергокольцо. Поэтому кадры, которые вы сейчас видите, уже история. Снять их снова, к счастью, невозможно.